Привет, меня зовут Виктория Илюшкина, я художник из Санкт-Петербурга. Я представляю вам проект, который называется «Я их спасаю». Это инсталляция технологическая, которая состоит из объекта, пирамиды, заполненной телевизорами, видеомагнитофонами, различной техникой старого образца и документального фильма. Для меня этот проект был очень неожиданный. Мне позвонила из музейной организации «Терра» Маша Коростылева и сказала, что у них есть очень необычная история для съемки, и нужно приехать и снять видео, пока все это не пропало, не исчезло. Вот. И дальше история начинает разворачиваться. Это оказалось очень интересный проект. Мы приехали, эта комната была в коммунальной квартире, и мы увидели, зашли туда, увидели стены. То есть туда даже зайти было сложно, она была вся заполнена предметами, и вот ты заходишь на середину этой комнаты, оказываешься в таком царстве, где вокруг тебя по стенам расположены предметы. Но причем это не простые предметы, это предметы все были электронной техники. Там были невозможное количество видеомагнитофонов, телевизоров, музыкальных каких-то центров, светильников. Но все это было расположено в определенном порядке, то есть по своей какой-то системе эстетической. То есть это потрясало воображение на самом деле. Там вот магнитофоны стояли на полочках, на полочке были постелены кружевные салфеточки, как в русском стиле, вот как иконы раньше устанавливали на такие полочки. А потом светильники всевозможных форм, и когда ты оказывался в центре этой комнаты, ты понимал, что ты как будто находишься в театре. И вот все стены были от верха до низа, до потолка, вот в буквальном смысле, заполнены этими инсталляциями. То есть это уже была готовая такая инсталляция. И история была вот в чем, что в музей позвонил внук этого музыканта Дмитрия Крамера и сказал, что как бы ему от деда досталось наследство, и рука не поднимается его как бы выкинуть на помойку то, что его дедушка спасал и собирал как бы много лет. Вот, и он просит музей забрать эти предметы. Но вот прежде чем вот эту всю красоту разобрать, инсталляцию, мы решили все это задокументировать. Вот, и мы сняли так подробный видеофильм, вот, и это все как бы лежало, и потом как-то возникла идея, когда там стала думать про фестиваль, и как-то вот там настолько интересна еще документальная история семьи, связанная вот с этим всем, что действительно невозможно было дать этой инсталляции пропасть. Дело в том, что это музыкант классического образования, он скрипач, он играл на скрипке всю жизнь там на концертах, но здесь вот он стал собирать вот эту электронную всю технику, он собирал ее с помоек буквально. Все мы помним как бы из нашего детства, что вот видеомагнитофоны, просто магнитофоны, это были предметы ценности, там, за которые платились там очень большие деньги, и это были предметы как бы желания. Люди хотели их приобретать, это была как бы определенная мера престижа, там, своего рода, там, магнитофоны, телевизоры. И вот видимо, меня поразило то, что он, во-первых, относился к ним не с этой даже позиции, а с какой-то позиции как к живым существам, что вот этот музыкант, он пытался спасти вот это техническое оборудование все. Вот. А потом, когда ты уже стал делать проект, это все немножко обрело новые смыслы, обросло такой вот как бы новыми слоями. Вот я стала рассуждать о ценностных категориях, потому что
вот эти предметы, обожания, желания, которые были столь важны для людей, оказываются со временем как бы мусором, оказываются на помойке. И это проект, на самом деле, по большому счету, о ценностной ориентации, как бы. Вообще о том, что же для нас важно, как этот технологический процесс и вообще процесс там, машин, инструментов, как он развивается, как... Это вообще проект, на самом деле, про развитие технологий. Вот, получился. И возникла тогда у меня идея вот как бы показать это, продемонстрировать, чтобы это показать в реальном музее. И поэтому, ну, так получилось, что там, где мы его выставляли, на стены ничего нельзя было крепить и воссоздать вот эту комнату в полном объеме, как бы заполнить ее стенами. Поэтому возникла идея пирамиды. Вот. И она, мне кажется, очень неплохо сочетается с идеей техники и космоса, и как бы прошествие времени. И это как бы такое послание, потому что мы сразу же идет отсылка эстетическая, не знаю, к египетским пирамидам. Тут же мы вспоминаем пирамиду из телевизоров Нанджем Пайка. Но тут как бы не только телевизоры, там просто разнообразная была техника, вся она была поставлена на эту как бы пирамиду, уходящую вверх, то есть такой получился своеобразный монумент. И на самих телевизорах я разместил как раз вот это документальное видео про историю вот этого музыканта, семьи, как он собирал всю эту технику. И дело в том, что сама история тоже семьи необычна, потому что он расстался со своей семьей, фактически жил один в этом пространстве, да, а потом вернулся его внук из Америки и вот обнаружил вот эту комнату, познакомился со своим дедушкой, познакомился с семейной историей, вот это все есть в фильме. И вот увидел то, что он собирал, и как это все и выглядело, и записал концерт самого музыканта, когда он играет, вот находясь в этом пространстве. И вот это все, оно вошло в фильм. Мы много разговаривали с внуком, мы общались с семьей, он там познакомил меня с мамой со своей, и мне присылали фотографии семейного альбома, рассказывали вот об этом музыканте. И ну, это очень такое погружение, очень личностное, и с этим, конечно, и интересно, и не просто работать. Мы брали интервью у брата этого музыканта, который немножко с другой стороны рассказывал, как он это все себе представляет, и как это все для него было странно и непривычно, вот то, что происходило. Вот. Поэтому это такой очень получился многомерный проект, когда ты вот на разных уровнях общаешься и с живыми людьми, да, и с технологиями, и пытаешься это все синтетически связать в одно целое. Потому что, ну, как бы вообще в целом я больше работаю с танцем, с движением и современной хореографии немножечко, и наши работы часто, они находятся в каких-то определенных ландшафтах, и потом я все это трансформирую с помощью монтажа видео в другие там ритмические ряды, и то есть трансформирую эту реальность. А здесь вот в этом проекте он был, конечно, связан с реальностью, он отображал вот стены этой комнаты, вот весь этот сюрреализм этой инсталляции, и ритмически там работали как раз не сколько за счет монтажа, а сколько вот за счет работы этой техники, потому что когда мы снимали, мы включили все эти люстры, лампы, мы включили экраны телевизоров, и все это мигало в своем ритме и сочетании, и плюс еще это все было замонтировано с классической музыкой, которую играет вот сам музыкант. То есть еще была попытка создать ощущение вот этого концертного зала и оркестра, технологий, старых технологий, классической музыки. То есть вот какую-то такую немножко сюрреалистическую картину. Был проведен в рамках выставки в то же время еще и телемост с внуком музыканта Алексеем Гиперсоном. Выставка проходила
в молодежном центре Эрмитажа в рамках Киберфеста номер 10. В общем, мы монтировали этот проект в мастерской Сайленда. Вот эту пирамиду собирали, рассчитывали. И самое сложное технологически было соединить вот эти все телевизоры, чтобы они работали одновременно, и чтобы на них показывался вот этот документальный фильм. Вот. То есть это инсталляция, которая тоже продумывалась технологически, она работала при помощи видеоплееров, включалась там, и все эти телевизоры были соединены, и получался очень интересный эффект вот этих разных экранов, они были разного размера, телевизоры уже были старые, многие из них как бы нечетко показывали изображение, они мерцали, они показывали полоски, и вот это создавало определенный ритм. И еще, о чем я забыла сказать, что в то же время и на стенах мы повесили фотографии, документальные портреты музыканта, как он собирал эту технику, где он на помойке, вот в обнимку с телевизором. Вот. Но мне самое главное, что хочется сказать, что это не просто проект о каких-то редких людях, да, об их каком-то увлечении, коллекционировании, а это проект, вот он, мне кажется, что он очень проект о времени, который показывает развитие вот ценностных категорий во времени, то, что происходит вот с техникой, с оборудованием, с нашим представлением о том, что является ценностью в этой жизни, и что там главное, и в то же время о том, как вот все меняется, об изменчивости времени, об изменчивости наших представлений. И еще я забыла сказать, что, конечно же, мне очень помогал Дима Куракин, который везде со мной путешествовал, таскал эти телевизоры на склад, и со склада помогал все это грузить, потому что это невероятный объем, там было больше. Это было незаметно в его комнате, но когда это все там выгрузили на склад, и мы выбирали телевизоры, которые рабочие были, и которые будут работать, и там магнитофоны, которые могут работать. Я не знаю, там больше 100 штук их было, и пока мы их там включали, выбирали, то есть это сожрало невероятное количество времени, вот, и сил, вот. И потом, когда еще интересно был момент монтажа, когда нужно было в Эрмитаже все это таскать по лестнице, и наша прекрасная бригада грузчиков невозмутимо это делала. На 4-й этаж, на 3-й, там, какой куча телевизоров, вот этого старого хлама, барахла этого. И все смотрели, эти охранники, удивленно. Вот. Ну, вот так что принимало участие очень большое количество народу в этом проекте. Вот. И это, конечно, коллективная история, безусловно.